В этом видео я покажу, как приготовить невероятно вкусный салат кайфарик на чесночных гренках и копченой курице, которую сами закоптили в квартире в обычной кастрюле классическим способом копчения. В описании к этому видео я оставлю ссылку, по которой вы можете посмотреть ролик, как в квартире в обычной кастрюле быстро и просто закоптить курицу. Для приготовления салата нам понадобится 1 копченый куриный окорочок, 200 грамм помидоров черри, 100 грамм сыра, 2 куриных яйца С0, 2 столовые ложки мака, майонез, а также 200-300 грамм хлеба, зубчик чеснока, соль, молотый черный перец, молотая паприка и подсолнечное масло для приготовления гренок. Пока будут вариться яйца, я приготовлю чесночное масло для гренок. Зубчик чеснока натираю на мелкой терке. Добавляю к чесноку пол чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку молотой паприки и половину чайной ложки соли. Специи хорошо перемешиваю с чесноком. Добавляю 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла. Снова хорошо перемешиваю и пока отставляю в сторону, чтобы масло настоялось. Пока яйца остывают, а масло настаивается, подготовим другие ингредиенты. С окорочка необходимо снять кожу и отделить мясо от кости. После чего мясо нарезаю небольшими кубиками. Каждую помидорку разрезаю на 8 частей. Сыр необходимо нарезать мелкими кубиками. Хлеб нарезаю кубиками для приготовления гренок. При этом я срезаю хлебную корочку и нарезаю только мякиш. Когда все ингредиенты нарезаны, на разогретой сухой сковороде обжариваю мак. Постоянно помешивая, обжариваю мак пару минут до появления легкого орехового аромата. Затем на разогретую сковороду через ситечко выливаю масло. На сковороду высыпаю нарезанный кубиками хлеб. Для приготовления гренок я использую ржаной бездрожжевой хлеб. В отличие от сухариков, чесночные гренки получаются с хрустящей корочкой и мягкие внутри. Когда все основные ингредиенты готовы, и если вы используете готовый майонез, то можно приступать к сборке салата. Я же сам буквально за пару минут сделаю майонез. Из 1 целого лимона необходимо выжать сок. Для этого я его сначала разминаю руками, чтобы лимон стал мягким, а затем при помощи обычной вилки выжимаю сок. Майонеза я приготовлю в этот раз много, целых 900 грамм. Этого количества хватит для приготовления сразу нескольких салатов для праздничного стола. Беру 300 грамм цельного пастеризованного коровьего молока и 600 грамм подсолнечного рафинированного масла. Молоко и масло смешиваем и взбиваем погруженным блендером в течение 1-2 минут до густой консистенции. В стакан с лимонным соком добавляю чайную ложку соли, столовую ложку сахара, 2 столовые ложки горчицы. Хорошо перемешиваю и добавляю все эти ингредиенты к основным компонентам. Еще раз перемешиваю до однородности. И майонез готов. Теперь все ингредиенты готовы, и можно приступать к сборке салата. Собирать салат я буду в раздвижной форме для выпечки. Можно собирать и без формы. На тарелку выкладываю листья салата, на которых салат будет выглядеть эффектнее, но можно обойтись и без листьев. Первым слоем выкладываю нарезанный копченый куриный окорочок. Добавляю слой майонеза. На мелкой терке натираю яйца и распределяю их по форме. Добавляю слой майонеза. Сверху аккуратно выкладываю нарезанные помидоры, так, чтобы выделившийся сок остался в тарелке. Помидоры немного подсаливаю и перчу.
Сверху добавляю слой майонеза и хорошо распределяю его по всей поверхности. Следующим слоем добавляю нарезанный кубиками сыр и промазываю его майонезом. Следующим слоем высыпаю гренки и аккуратно их распределяю по всей поверхности, не перемешивая. Затем аккуратно снимаю форму. В преддверии года змеи сверху гренки украшаю маленькими змейками из майонеза. Для этого майонез я выложил в обычный пакет и отрезал уголок. Теперь осталось сделать последний штрих – это посыпать сверху салат обжаренным маком. Вот такой красивый и аппетитный салат у нас получился. Салат кайфарик с копченой курицей и чесночными гренками получается ароматный и невероятно вкусный. В следующих видео я покажу еще рецепты не менее вкусных салатов на копченой курице. До скорой встречи, друзья!